Ребята, всем привет! Добро пожаловать на новое видео Russian Progress, канал для изучения русского языка натуральным способом. В последнее время, возможно, вы заметили, что на канале очень много разговорных видео-подкастов, в которых я говорю на какую-то тему, и это очень полезно, я считаю, очень круто учить язык, не осознавая, что ты учишь язык, просто смотря то, что вам интересно, то, что вам полезно, может быть, даже. И я подумал, что было бы здорово иногда добавлять также видео, в которых я непосредственно учу вас русскому языку. И сегодня то самое видео я хотел бы рассказать вам о популярных ошибках, которые я в последнее время довольно-таки часто слышу на своих занятиях. Для тех, кто не знает, я провожу занятия по разговорному русскому языку. Если вы хотите говорить, не только смотреть какой-то контент, не только слушать, но и начинать уже говорить на русском, то вы можете записаться ко мне на занятия, либо на занятия к другим преподавателям, другим тьюторам, репетиторам на сайте Russian Progress. Это Стас и Лера. Подробную информацию вы найдете по ссылке в описании. Транскрипцию к этому и ко всем другим видеоподкастам вы найдете здесь, либо в описании. Ну и также я запишу дополнительный extra подкаст, эксклюзивный подкаст, в котором я расскажу не о конкретных ошибках, а о том, как в целом учить язык так, чтобы не набираться этих ошибок, какие есть подходы, какие есть методики, что я использую в изучении языков, чтобы избежать этих ошибок. А мы начинаем. Итак, первая ошибка — это «я сделал курс» вместо «я прошел курс». Для носителей английского языка «я сделал курс» — это звучит нормально, естественно, то есть I did a course, но в русском языке это так не работает, потому что как только вы говорите «я сделал курс», это звучит как I created a course, I made a course. То есть, если вы не автор курса, тогда вы говорите «я прошел курс», либо «я окончил курсы». То есть у нас могут быть языковые курсы какие-то, тут уже множественное число. То есть, либо «я прошел курс», либо «я окончил курсы». Вот, у нас два варианта, но не «я сделал курс». Итак, если вы, конечно, не автор. Если вы автор, то вы говорите «я сделал курс». Вторая ошибка — это, в последнее время я довольно часто слышу, что ребята говорят «мой цель» почему-то, как «my goal». Понятно, в английском нет рода, поэтому, наверное, привычнее говорить, используя мужской род, я не знаю, но в английском, точнее в русском, цель женского рода, поэтому «моя цель». Моя цель в изучении русского языка — это C2, например. Третья частая ошибка, которую я слышу, это опять же в контексте, когда ты рассказываешь о себе. Я спрашиваю, например, почему ты учишь русский язык? И тут человек говорит, я учу русский для работы. Сейчас уже все чаще и чаще мы можем это услышать, но на самом деле это калька с английского. Это такой дословный перевод с английского for work. I need Russian for work. В русском языке мы скажем не для работы, а по работе. Мне нужен русский по работе. Я учу русский по работе. Или я ездил туда по работе. То есть у меня была командировка, я ездил туда по работе. Следующая ошибка, четвертая, это разница между знать и уметь. Два глагола. В английском языке говорят просто I know something, I know to do something, то есть в обоих случаях используется know. В русском языке я знаю — это знание, это то, что ты знаешь. Я знаю несколько иностранных языков. Я знаю, где находится этот дом. Я знаю что-то. Но когда у нас какой-то навык, какой-то skill по-английски, мы будем использовать глагол «уметь». Я умею водить машину. Я умею говорить на иностранных языках. Я умею читать на разных языках. Вот, то есть если это навык, я умею плавать, я умею, не знаю, быстро бегать, например, то мы будем использовать глагол «уметь». Если это знание, то тогда знать, знаю, знать.
Вот. Ну и последняя ошибка на сегодня, которую я часто слышу, это когда, опять же, в английском языке, наверное, привычно говорить French people, Italian people, и переводят то же самое на русский, типа французские люди, итальянские люди, но мы так не говорим. То есть вас теоретически поймут, если вы так скажете, вас поймут, но это не совсем естественно, не совсем привычно. Мы говорим одним словом. Французы, итальянцы, немцы, англичане, американцы, греки, турки и так далее. То есть мы говорим одним словом, у нас есть вот как прилагательное, например, турецкий язык, турецкий ковер, турецкий сериал, да? И есть человек, это турок, вот. И то же самое, например, греческий салат, греческий флаг и, можно сказать, грек. Грек — это человек. Вот, то есть вот у нас есть разница. Это, конечно, сложно, наверное, но я оставлю в описании ссылку на сайт, где можно вот эти все формы, вот эти все названия изучить. Так что заходите. Ну, а на этом на сегодня все. Если вам понравилось видео, понравился такой формат, давно не записывал таких видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, становитесь спонсором канала, если хотите, и поддерживайте проект на Патреоне. На этом на сегодня все. Спасибо и пока. Ребята, всем привет! Добро пожаловать на новый 19-й выпуск эксклюзивного подкаста для спонсоров на Патреоне Extra Podcast. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о том, как в процессе изучения языка допускать меньше ошибок. Конечно же, ошибки — это не ужасно. Ошибки надо допускать, и не нужно бояться допускать ошибки, потому что через них мы учимся, особенно если